Привет, Арми. Не все изменения нуждаются в объяснении. Некоторые ощущаются просто с первого взгляда. И смелости. Чтобы перестать быть той версией, которую от него ожидают. Когда эта фигура появилась на экране, его аура мгновенно изменилась. Становится резче. Темнее. Смелее. Это был не просто новый стиль, а версия его самого, которая наконец-то раскрылась. И за этим изменением стояла одна маленькая реакция, которую было труднее всего игнорировать. Появление Тэхёна в проекте Type было не просто стилистическим изменением. Это ощущалось как заявление. С первой секунды появления образа его аура мгновенно изменилась. Не было нежной улыбки. Не было уверенных жестов. Был только острый, холодный и уверенный взгляд. Тэхён выглядел свирепым, смелым и полностью осознающим себя. Он не пытался никому угодить. Он не искал одобрения. Неподвижность на его лице говорила громче любых преувеличенных выражений. Каждый угол его лица казался четко очерченным. Каждое движение казалось контролируемым. Это был не образ, созданный для камеры. Казалось, что наконец-то его сторона обрела свободу. Визуальный минимализм только усиливал напряжение. Не было никаких отвлекающих факторов. Не было никаких способов сбежать. Только Тэхён и его смелость. Показать себя без фильтров. И когда мир начал реагировать, один ответ привлек наибольшее внимание. Не от СМИ, не от заголовков, а от того, кто знал его лучше всего. Чингук. Его реакция не была взрывной. Она не была чрезмерной. Но именно в этом заключались его эмоции. Взгляд Чингука задержался немного дольше. Словно он действительно внимательно слушал. На лице появилась легкая улыбка. Тонкая, но искренняя. В ней было удивление. В ней было нескрываемое восхищение. Это было словно кто-то без слов сказал: «Это ты, и я это вижу». Комментарий звучал легкомысленно. Почти шутливо. Но тон был другим. Более мягким. Более теплым. Он не просто оценивал внешность, но и признавал смелость, стоящую за ней. Чингук не пытался перетянуть все внимание на себя. Он просто стоял там, наблюдая за происходящими изменениями. И в его молчании чувствовалась гордость, которую было трудно скрыть. Как будто он знал, как трудно было пройти этот путь. Для фанатов этот момент казался интимным. Не из-за романтических слов, а из-за искренности его реакции. Два человека, выросшие вместе, наблюдая за эволюцией друг друга. Без особых объяснений. Яростный образ Тэхёна стал еще более значимым, потому что его признал Чингук. Не как айдола, не как концепцию, а как самого себя. И именно в этом сила Type. Речь шла не просто о смелой внешности, а о переменах, принятых с пониманием. Один шагнул вперед, бесстрашно. Другой приветствовал его с взглядом доверия. Простой момент, но достаточный, чтобы показать, что истинная смелость всегда кажется прекраснее, когда ее видит тот, кому не все равно. Это чувство гордости не возникло внезапно. Оно родилось в результате долгого процесса, который могут понять только те, кто видел его вблизи. Чингук знал, что это выступление было не просто экспериментом.
Это был осознанный шаг, чтобы предстать перед миром более честно. И именно это отличало его от других. Фанаты это почувствовали. Они видели не просто визуальные эффекты. Они видели смелость, зрелость и полную уверенность. Похвалы продолжали литься рекой. Не потому, что Тэхён изменился, а потому, что он вырос. Каждое выражение лица становилось глубже. Каждое движение казалось более значимым. Среди всего этого Чингук оставался на месте, не доминируя, не стремясь к всеобщему вниманию, просто наблюдая, с многозначительным взглядом, как будто молча говоря: «Теперь это ты. И ты этого заслуживаешь». Это был простой момент, но достаточный, чтобы показать связь, которая не нуждалась в объявлении. Один смело выделялся. Один приветствовался с гордостью. И с этого момента выступление Тэхёна запомнилось не только как впечатляющее зрелище, но и как момент, когда уверенность и поддержка молчали. Молчание говорит громче всех, потому что в нем не было сомнений. Тэхён стоял на своем, не пытаясь соответствовать ожиданиям других. И мир это увидел. Фанаты не только хвалили его выступление. Они почувствовали перемены. Многие говорили: это была самая сильная версия Тэхёна на сегодняшний день. Не потому, что он выглядел вызывающе, а потому, что он выглядел уверенно. Каждая деталь казалась правильной. Каждая пауза была наполненной. Реакция была другой. Более спокойной. Более уважительной. Как будто все поняли. Это не мимолетное увлечение. Это был шаг вперед. И Чингук оставался самым близким свидетелем. Его взгляд оставался непоколебимым. Его тон оставался теплым. Там чувствовалось уважение. Там тихо, но нарастала гордость. Дело было не в свете софитов, а в проявленной смелости. Этот момент был не о том, кто сиял ярче всех. Он был о росте. Наконец-то увиденном. О смелости. Наконец-то признанной. И о том, как перемены могут казаться более значимыми, когда за ними стоит тот, кто полностью в них верит. В конечном итоге, это выступление было не просто о новом образе. Это было отражением смелости, чтобы сделать шаг вперед, показав себя честнее. Самим собой. Тэхён не просто показал другую сторону. Он показал зрелость. И мир ответил уважением. Похвала пришла не ради шумихи, а за подлинную искренность. За всем этим стояло чувство гордости, которое не нужно было афишировать. Чингук увидел это, понял это и принял это полностью. Один стоял с убеждением, один поддерживал молча. И вот тут этот момент становится чем-то большим, чем просто выступлением. Это доказательство того, что истинный рост всегда ощущается сильнее всего, когда мы переживаем его вместе. И вот здесь становится очевидной общая нить. Тэхён делает шаг вперед, осмеливаясь показать самую честную версию себя. Тем временем Чингук остается рядом, не мешая, не вставая на пути, а просто поддерживая. Ни одному из них не нужно многого. Никаких долгих объяснений. Их взгляды, их жесты и их молчание говорят сами за себя. Один находит в себе смелость измениться. Другой дает пространство для роста этих изменений. Дело не в том, кто выделяется больше, а в том, как они понимают друг друга. И, возможно, именно в этом и заключается сила. Тэхён и Чингук, каждый идет своим путем, но связаны доверием, которое никогда не нужно объявлять. Если вы испытали те же эмоции, когда увидели преображение Тэхёна и искреннюю реакцию Чингука,
Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео со своими ARMY. Напишите в комментариях ниже, что вы думаете о новом образе Тэхёна и самых запоминающихся моментах Чингука. И обязательно подпишитесь, потому что вас ждет еще много историй, подробностей и эмоциональных моментов, которые мы будем обсуждать вместе.